Привет всем! Добро пожаловать на мой канал скандалов. Прежде чем я перейду к видео, не забудьте подписаться на мой канал и нажать кнопку «Мне нравится». Спасибо, и давайте перейдем к моему видео. Когда все думали, что между Афрой Сарычоглу и мертвым Рамазаном Демиром все окончательно завершено, актриса неожиданно дала интервью, которое буквально перевернуло восприятие всей их истории. В камерной атмосфере, без пафоса, с искренностью в голосе, Афра произнесла фразу, которая тут же разошлась по заголовкам турецких таблоидов: «Я жду, когда Мерт сделает мне предложение». Эти слова, полные эмоций, намеков и, возможно, незаконченной любви, стали сенсацией. Не прошло и пары недель с момента, как она отказала Мерту во время его первого публичного предложения руки и сердца. Тогда ее «нет» прозвучало как окончательный приговор отношениям. Но сейчас все выглядит иначе. Что же изменилось? Источники, близкие к актрисе, утверждают, что после злополучного вечера в Бодруме Афра была подавлена. Несмотря на уверенный тон и внешнюю стойкость, она не смогла легко пережить сцену, где отвергла мужчину, который все же оставался важной частью ее жизни. Она много думала, вспоминала, смотрела старые видео и фото. Ее сердце колебалось, и она задавала себе один вопрос: «А что, если я ошиблась?» Поделилась ее подруга. Сама Афра во время интервью не скрывала своего внутреннего конфликта. «Я не знаю, было ли это правильно», — говорила она, глядя в камеру. «Я просто испугалась. Я не хотела снова быть той, которая ждет, терпит и надеется. Но с тех пор я не могу не думать об этом. Может быть, я торопилась». Фраза о том, что она ждет нового предложения от Мерта, прозвучала не как манипуляция или давление. Наоборот, в ее голосе слышалась тоска, желание быть услышанной, понята и, возможно, снова любимой. Это не каприз, это признание того, что чувства остались, что воспоминания живы и что, несмотря на боль, есть желание все начать заново, но с другого уровня доверия. Реакция Мерта пока остается неизвестной. Актер не давал официальных комментариев. Однако анонимные источники утверждают, что он уже знает о словах Афры, глубоко тронут. Один из его близких друзей рассказал, он был уверен, что все закончено. Для него отказ был болезненным ударом. Но теперь, услышав, что она ждет, он снова чувствует надежду. Он не торопится, но он не отпустил ее в своем сердце ни на секунду. Слухи уже ходят о том, что Мерт может устроить второе предложение, на этот раз еще более личное, эмоциональное, без пафоса и публики. Некоторые предполагают, что он появится у ее двери с букетом цветов, кольцом и взглядом человека, который готов бороться за свою любовь, невзирая на прошлое. Между тем, поклонники пары разделились. Одни аплодируют решению Афры раскрыться и быть честной о своих чувствах. Другие сомневаются, не является ли это очередным витком запутанной драмы. Однако одно ясно. Между этими двумя по-прежнему бушует химия, эмоции и то самое сложное, что называется любовью. И если Мерт действительно снова сделает предложение, оно будет иметь совершенно другой смысл. Это уже не будет просто жестом раскаяния, это будет шагом навстречу взаимности. А для Афры это может стать шансом прожить любовь не в тени боли, а в свете новых возможностей. Осталось только дождаться, рискнет ли Мерт сделать второй шаг, зная, что теперь на кону не только его чувства, но и мечта женщины, которая все еще, пусть и с осторожностью, ждет. Если вы все еще не подписались, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Спасибо большое за просмотр моего видео, увидимся в следующем, берегите себя и до свидания.